Коллеги, я вас приветствую! Сегодня мы поговорим о душе любой машины, о той самой первобытной силе, которая заставляет тяжелый грузовик срываться с места, а станки резать металл как масло. Вы часто слышите словосочетание «лошадиные силы», когда речь заходит об автомобилях. Но я открою вам секрет: продают автомобили именно лошадиные силы, а вот везут их ньютонометры. Это и есть крутящий момент. Глубинная физическая суть вращения. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как именно обычное линейное усилие вдруг превращается в бесконечное вращение колеса? Давайте спустимся на уровень фундаментальной механики. В мире машин мы можем разделить все сложные движения на два базовых типа. Посмотрите на мчащийся поезд или суппорт токарного станка. Это прямолинейное движение. Его причина проста и понятна каждому. Толкнули, и все поехало. Это обычная сила. У нее есть направление, точка приложения. Но если мы просто сильно надавим на вал сбоку или сверху, он не закрутится. Он лишь согнется или сломается. Выходит, обычной силы недостаточно? Что же тогда заставляет металл вращаться? Секрет кроется в изящном законе, который физики называют парой сил. Представьте вал. Чтобы он ожил, нам нужно два рычага на одной линии и две абсолютно равные силы, которые тянут вал в противоположные стороны. Только этот идеальный баланс противоположности способен разрушить статику и создать вращение. Одна сила толкает вверх, другая вниз, и механизм запускается. Это рождение крутящего момента. Но мало просто создать это вращательное усилие. Нам с вами, как инженерам, необходимо измерить то, что нельзя потрогать руками. Все гениальное просто. Крутящий момент – это сила, умноженная на плечо. То есть на расстояние от оси вращения до точки, где мы эту силу прикладываем. Приложили усилие в 1 ньютон и рычаг длиной в 1 метр, получили 1 ньютон-метр. Все просто. Это и есть та самая тяга. Чем длиннее рычаг или чем жестче вы давите, тем сокрушительнее мощь вращения. И вот тут начинается самое интересное. Ведь эта простая школьная формула дает нам в руки инструмент, позволяющий легально обманывать законы природы. Смотрите, как мы хитрим с помощью шестерен. Если у нас ведущая шестерня маленькая, а ведомая в 2 раза больше, происходит магия. Малая делает 2 оборота, а большая всего 1. Да, скорость упала вдвое. Но помните про плечо. Усилие на ведомом валу возрастает ровно в те же 2 раза. Мы жертвуем скоростью ради колоссального увеличения тяги. Именно так работают коробки передач. Но чтобы эта система трансмиссии вообще заработала, нам нужен первоначальный импульс. Откуда берется эта сила внутри холодного металла двигателя? Добро пожаловать в эпицентр автомобильного сердца, камеру сгорания. Именно здесь в доли секунды топливно-воздушная смесь воспламеняется и яростно расширяется. Образуются газы, которым некуда деться, и они обрушивают свою чудовищную массу на днище поршня. Поршень с огромной силой устремляется вниз. Это колоссальное, но пока еще абсолютно прямолинейное движение. Помните наш первый слайд? Прямой силой колесо не раскрутишь. Нам нужен идеальный переводчик с языка взрывов на язык вращения. Этим переводчиком выступает кривошипно-шатунный механизм. Поршень давит на шатун, а тот в свою очередь передает усилия на шейку коленчатого вала. Шейка смещена относительно оси. Это и есть наше плечо. Из формулы прямой удар превращается в плавное, непрерывное вращательное движение, то есть крутящий момент. Вал начинает крутиться, готовый отдать свою силу трансмиссии. Но прежде чем ставить мотор на машину, мы должны узнать его точные характеристики. Как измерить ярость этого взрыва в цифрах? Мы ставим двигатель на испытательный стенд. На маховик крепится шкив с тормозными колодками, к которым присоединен рычаг. Мы запускаем мотор и начинаем зажимать колодки, искусственно сопротивляя вращению. На конец рычага вешаются грузы. Как только система замирает в равновесии и мотор перестает набирать обороты, мы поймали его.
Момент сопротивления груза точно равен крутящему моменту мотора в эту секунду. Но во время тестов мы замечаем одну очень коварную особенность, которая разрушает миф о стабильности моторов. Оказывается, двигатель не выдает максимальную тягу всегда. Если вы нажмете педаль газа в пол, крутящий момент будет расти вместе с оборотами. Достигнет своего пика, например, на 3000, а затем начнет падать. Ему банально станет не хватать времени на полноценный вдох и выдох воздуха в цилиндрах. Этот холм на графике, который вы сейчас видите, инженеры называют характеристикой крутящего момента. И форма этого холма объясняет самый жаркий спор среди автомобилистов мира, который не утихает уже больше века. Что важнее, крутящий момент или мощность? Скажу вам так. Мощность – это то, как быстро вы врежетесь в стену. А крутящий момент – это то, как далеко вы за стену за собой тащите. Крутящий момент – это чистая мышечная тяга, которая вытаскивает вас из сугробов и срывает машину во время старта со светофора. А мощность – это производная от момента и оборотов. Она нужна для поддержания высокой максимальной скорости на трассе. Если нам нужно тянуть нечто действительно тяжелое, бензиновые моторы нервно курят в сторонке. Кстати, заходи в мое закрытое Boosty сообщество, там очень много интересных видео, ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и описании. Вы когда-нибудь видели многотонный коммерческий тягач на бензине? Нет, потому что там правит дизель. За счет высочайшей степени сжатия и сумасшедшей энергоемкости топлива дизельный мотор выдает свой максимальный крутящий момент на самых низах. Там, где бензиновый мотор только начинает просыпаться, дизель уже готов рвать асфальт и тащить за собой целый дом. Ну что, если, к примеру, мы хотим получить эту локомотивную дизельную тягу на обычном легковом автомобиле? Причем не ставя туда тракторный мотор. Инженеры нашли выход. Он называется турбонаддув. Принудительно загоняя огромные массы воздуха в цилиндры, мы не просто поднимаем крутящий момент, мы меняем геометрию его графика. Вместо острого холма мы получаем так называемую полку. Крутящий момент залетает на низких оборотах и держится ровно, монолитно, вплоть до самых верхов. Машина ускоряется плотно и непрерывно. Кажется, что эта энергия предназначена только для дикого драйва. Но знаете ли вы, что крутящий момент работает даже тогда, когда все стоит на месте? Мы привыкли с вами, что крутящий момент – это динамика, это вращение колес, но есть и другая его сторона – реактивный или статичный момент. Вот представьте ситуацию, что вы пытаетесь сорвать закисший болт гаечным ключом. Вы давите на рычаг весом, вены на руках вздуваются, пот капает со лба, металл ключа напряжен до предела. Но болт не сдвинулся ни на миллиметр. Вращения нет. Но крутящий момент в эту секунду просто колоссальный. Сила, помноженная на плечо, действует непрерывно. И раз эту силу так легко генерировать, возникает, такой, знаете, соответствующий соблазн. Соблазн сделать мотор еще сильнее. Можно ли увеличить крутящий момент своего автомобиля? Ответ – да. Самый популярный сегодня путь – это электронный чип-тюнинг. Вы просто переписываете программу управления, заставляя турбину дуть сильнее, а форсунки лить больше топлива. Вы получаете прибавку до 20% тяги просто нажатием одной кнопки на ноутбуке. Но можно пойти еще дальше. Механически расточить цилиндры, изменить впуск и так далее. Машина превращается в настоящего монстра. Звучит в принципе как идеальная формула счастья, не так ли? Но у инженерии нет такого понятия, как магия. За все нужно платить. Заводская конструкция рассчитывается на определенный предел прочности. Когда вы искусственно раздуваете крутящий момент, вы увеличиваете давление газов и нагрузку на каждый миллиметр коленвала, шатунов и поршней. Металл начинает уставать, растут температуры, истончается масляная пленка.
Тюнинг, дающий вам секунды преимущества на старте, безжалостно отбирает годы жизни у вашего мотора, приближая капитальный ремонт. Искусство инженерии – это не сделать мощнее любой ценой. Это найти идеальный баланс между силой и долговечностью. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно, дизлайки. Заходите на мой Boosty, там много интересного. Всем добра. Пока-пока.